Хари Кришна, всем, кто любит аккумуляторные батареи. Хороший вопрос задали. Я на него когда-то отвечал. Наверное, уже забыли. Значит, как понять, при каком напряжении аккумулятор начинает кипеть? Ну, когда аккумулятор новый, то понятное дело, что там просто можно ориентироваться на какие-то абстрактные цифры. Ну, допустим, кальций кипит при 16 вольтах и сильно не заморачиваться. Ну, вот, допустим, гибридные аккумуляторы, вот это гибридный аккумулятор, хотя производитель пишет кальций, но на самом деле это гибридный аккумулятор, как определилось позже. Со временем, когда они стареют, они начинают кипеть пораньше, потому что меняется водородное число отрицательного электрода, и кипение начинается раньше. Так вот, как понять, при каком напряжении начинает кипеть ваш аккумулятор? Вот у меня зарядник, и вот горит лампочка, что он заряжается при постоянном напряжении. То есть первый этап заряда прошел, конец этапа, меньше 1 ампера зарядное устройство дает, а напряжение то, что я ограничил, 14,58. Лучше ставить 14,4, 14,5, но это пока я тут готовился снимать видео, то немножко задел регулировку, немножко поднялось. Так вот, первый этап. И сейчас мне надо аккумулятор прокипятить. И мне надо знать, какое напряжение поставить. Так вот, тут весь фокус в том, что когда он уже полностью практически заряжен, меньше 1 ампера подает току, даже не надо знать, какое напряжение у вас стоит. Просто берете и напряжение поднимаете до высот. И видим 15-20, 15-23, крутим дальше, а дальше оно не поднимается. Вот видите, я кручу, а оно стало как копая на 15-30. И дальше не поднимается. Вот сейчас, если я отключу клемму от аккумулятора, вот эту, что виднее было, видите, насколько отрегулирован лабораторник. Он максимум дает 30 вольт. Снимаем. И видим 29,42. Видите? Возвращаем назад на наши 14 вольт. Вот, и подсоединяем лабораторник. Видим, опять же, все то самое. Цифры устаканиваются. 14,5. И когда мы будем повышать напряжение, опять 15,38, 15,40. И дальше не поднимается. Вот это и есть напряжение кипения вашего аккумулятора. Потому что сейчас ток, видите, 2,5 ампера. Но он потребляет всего-навсего меньше 1 ампера. А куда идет еще? А вот эти 2 ампера идут как раз таки на электролиз. То есть на выделение газов, в основном водорода. Водород на отрицательных электродах, кислород на положительных. Вот эти 2 ампера, чуть-чуть меньше, чем 2, расходуются на кипение. И вот сейчас аккумулятор закипел. И вот его напряжение кипения. Ну и потом, если мы приложим ухо к аккумулятору, то услышим, как он начал кипеть. То есть выделяются крупные пузырьки газа. Они лопают, и их прекрасно слышно. Вот если мы заглянем в банку, то видно, что он закипел. Давайте вернем на 14,4. Пусть он устаканится. Давайте все вернем назад, как было. Поставим наши 14,4. Сейчас он немножко постоит, успокоится, и увидим, что он перестанет кипеть. Это произойдет не сразу, потому что аккумулятор не КамАЗ, на тормоз не нажмешь и сразу не остановишь. Химическая реакция, она немножко заторможена во времени. Вот опять же смотрим, немножко успокоился, не так кипит. А теперь поднимаем напряжение до максимума. И сейчас он начнет кипеть. Вот я поднял, 15,6 показывает. Сейчас он начнет кипеть. Вот видно, разгоняется. Видите, начал кипеть. Забурлил реактор и пошел разгон. То есть процесс пошел, началось кипение. Так что, как видите, есть 3 способа, как определить, при каком напряжении ваш аккумулятор кипит. Откручиваете пробку, смотрите глазами и визуально наблюдаете, когда он закипит. Если у вас пробок нет, можно приложить ухо и слушать, когда он закипит. Он, когда заряжается, он шипит, потому что там мелкие-мелкие пузырьки, они все время выходят в процессе заряда. Он равномерно шипит. И вот как он после равномерного шипения, то есть будет слышно, как выходят такие большие пузырьки, то есть шипение уже неравномерное, а вроде как булькать. Вот значит он закипел. Смотрите, при каком напряжении, и знаете. И самый надежный способ, вот когда первый этап заряда заканчиваете, ток меньше 1 ампера, поднимаете напряжение до максимума, он, как видите, до максимума не поднимет. И видите свое напряжение кипения, потому что дальше напряжение не пойдет. Но это можно делать только после окончания первой стадии заряда, то есть когда ампер уже меньше 1. Это я сейчас рассказываю для 60-75 амперных аккумуляторов емкостью. Потому что если вы попробуете это сделать в начале заряда, вот, то вы тут можете накрутить и 18, и 20 вольт, и накрутите так, что у вас этот аккумулятор взорвется, потому что там ограничений нет.
Система аккумулятора такая хитрая штука, что она этот фокус делает в конце заряда. А в начале заряда можно накрутить страшное напряжение. Он все равно будет это напряжение брать, но только он его не выдержит, потому что там сварочный аппарат внутри получится. Искра и бабах, и вы весь в электролите, машина в электролите, все в электролите. И аккумулятора больше не существует. Такие вот дела. Поэтому в начале заряда не стоит этим баловаться. И в середине заряда тоже. А вот в конце заряда без проблем это можно сделать, и это будет безопасно, потому что сам аккумулятор не даст вам поднять напряжение больше, чем он кипит. Но при этом ток должен быть меньше 1 ампера. На больших токах вот так вот не делайте, не рискуйте, потому что бабах получится. Только на маленьких токах. А маленькие токи у вас будут только когда аккумулятор уже полностью заряжен практически. Такие дела. Так, и не забывайте, еще раз повторю, что новые аккумуляторы, они приблизительно дают напряжение кипения эталонные, то, которые в книжке. А вот аккумуляторы, которые уже поработали, те напряжение кипения со временем сбрасывают, то есть оно становится меньше. Там и электролит со временем загрязняется, и пластины теряют водородное число. То есть там все немножко уже по-другому. И вот потому, при каком напряжении кипит ваш аккумулятор, можно судить о его техническом состоянии. Потому что чем раньше он закипает, тем хуже его техническое состояние. Вот сейчас видим, это гибридный аккумулятор 1556. Ну, где-то при таком напряжении он и должен кипеть. Потому что это гибрид, а не кальций. А гибрид кипит раньше. И еще, когда ручку напряжения выкрутите до конца, то у вас ток не должен превышать 3 ампер. Это для аккумуляторов емкостью около 60 ампер-часов. Для больших, соответственно, больший амперы, для меньших меньшие амперы. Но для аккумуляторов 60-75 ампер-часов не больше 3 ампер должно быть. После того, как вы до максимума поднимете напряжение и аккумулятор закипит. Если у вас ампер больше 3 ампер, значит ваш аккумулятор имеет проблемы с зарядом, то есть какая-то уже неисправность. До этого в конце заряда он заряжал по постоянному напряжению, а сейчас перешел на постоянный ток, потому что он закипел. Такие вот дела. Но сегодня такое вот коротенькое видео. Ответ на такой вопрос. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравился, но лайк, потому что я очень жаден. И обязательно пишем в комментариях то, что думает по этому поводу, чтобы YouTube лучше продвигал это видео.